Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. В этом выпуске вы увидите наш путь от Кафаяты до границы с Боливией. Мы покажем удивительные места севера Аргентины, а также одну из 5 самых красивых дорог Аргентины, на которые мы попали случайным образом. На выезде из Кафаяты перед нами стоял вопрос: поехать обратно по той же дороге с Красными горами, либо свернуть на параллельную, без асфальта, гравийную дорогу с неизвестными пейзажами. В последний момент я решил свернуть на нее. И буквально через 30 минут я уже об этом пожалел, потому что она была ужасная, каменистая, узкая, извилистая, очень медленная. Но спустя еще 20 минут все резко изменилось. Дорога по качеству осталась та же самая, но пейзажи стали волшебными. Посмотрите на это сами. Доброе утро, друзья! Вчера вечером у нас приключилась история. Ехали по такому удивительному месту среди вот таких гор. И уже было поздно, решили остановиться на ночлег. Заехали в какой-то каньончик. Метров 100 проехали по нему и завязли в песках. Как оказалось, это было русло реки, высохшее. Встали мы очень плотно, спустили колеса, но это не помогло. После этого я достал лопату, начал откапывать автобус, докопал до руин инков, но автобус так и не сдвинулся с места. Вышли на дорогу, начало смеркаться, поймали минут через 20 машину, которая отвезла меня до ближайшего полицейского участка, где полицейские радушно предложили мне помощь, попросили одного местного на джипе, и мы приехали уже в полной темноте обратно и очень быстро вытащили автобус на дорогу. Больше мы не заезжаем в русло рек. Сейчас Оля проснется, позавтракаем, поедем дальше. Нам еще ехать по такой дороге среди таких гор, скал 60 километров. Вперед! После Белых гор мы проехали через национальный парк Лос-Кордонес, который представляет из себя огромную долину, поросшую огромными кактусами. И находится этот парк на высоте 3300 метров.
Спуск с него представляет из себя извилистую дорогу с размытыми речками и парящими кондорами, которых мы не увидели из-за того, что был туман и ветер. Но спустившись в это ущелье, мы заночевали у реки. А на утро перед нами открылась вот такая вот картина. Заехали на ночевку в какую-то деревушку. Попали на какой-то праздник. Ну вот Оля решила рискнуть, съесть такой кусок мяса. Я не решился. Посмотрю, буду случайно спасать. Вкусно тебе? Разожгли мы костер. Сейчас что-нибудь пожарим. Уже вечереет. Оля решила принять душ. Вот. Сейчас пойду и я тоже. Очень красивое место. Закат уже. Сегодня ухаживаем за автобусом. Нам его помыли. И сейчас изнутри делают чистку. Вот такой чистенький получился. А потом пойдем в магазин. Зашли в кафе пообедать. Вот такие вот здесь порции. Но мимо мороженого мы никогда не проходим. На пути в Боливию у нас последний большой город, и мы решили поменять масло. Масло предварительно я купил в Бразилии. Оно там стоит в 2 раза дороже, чем в Европе. Так как здесь масло стоит в 4 раза дороже, чем в Европе. И поменять масло мне бы обошлось где-то примерно 350 евро. Спросил, хотел поменять здесь фильтр. Спросил, сколько стоит у них вот такой бумажный туалетный фильтр для салона. Сколько вы думаете? Он стоит здесь 30 евро. А замена масла стоит недорого, всего лишь $10, поэтому это нормально. Слава богу, что с собой согласились поменять, потому что не каждый салон, не каждая мастерская хочет менять без продажи своего масла. Масло я, как сказал, купил в Бразилии. Мне его разлили из бочки. Вот 11 литров я взял. Там оно мне обошлось примерно 100 евро. В 2 раза дороже, чем в Германии. А масло вот такое в Германии я покупал за 25 евро 5 литров. Это специально для Мерседеса. Синтетика. Заехал здесь на Мерседес и купил воздушный фильтр. Тут они тоже не очень дешевые. Заплатил 37 евро. Ну, что делать? Надо брать. Вот. Но если сравнить, что здесь у них они предложили бумажный для салона фильтр за 30, то из Мерседеса воздушный фильтр
совсем недорого обошелся. Вот они сняли мне фильтр масляный. Кстати, я их привез с собой, чтобы здесь не покупать, потому что тут 3-4 цены надо переплатить. Нашли в горах искусственный гейзер. Лупит метров на 20. Больше. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision. Наконец-то мы в Аргентине получили желанный суп локро. Ну, это как гуляш, да? Что-то такое здесь, Вот. кукуруза, фасоль. Везде пытались заказать, нигде не было. И вот такую вот тарелку с разными видами мяса и овощей. Заехали в горный регион, в Жужуй. И здесь вот попали в такую очень аутентичную, приятную деревушку, туристическую. Сегодня мы здесь обедали, очень вкусно. Сейчас пойдем погуляем по улочкам, пройдемся, посмотрим, что продают. Мы сегодня решили пойти прогуляться по тропе, мимо вот таких красивых гор цветных. Высота 2700, немножко отдышка, но это возраст. Вот. Но нам надо привыкать. Но нам нужно адаптироваться, потому что будет в 2 раза выше. Поэтому ходим, любуемся. Вперед! Мы пересекаем тропический меридиан Козерога. Это самая южная широта, на которой солнце в полдень может подняться в зенит. Принесли блюдо с киноа. Я его специально заказал. Говорят, что здесь оно просто великолепное, как никогда. Thank you. Ну как? Очень интересно. Это как ризотто? Рис тоже есть или нет? Рис, но немножко ездит.
Ну так, много кино, много всяких сухариков, орешков и какой-то соус такой. Альмаут. Как мое блюдо называется? Короче, что-то вкусное. С грибами. С грибами. Да, у меня с грибами тоже. Да, у тебя тоже с грибами. Ребят, видели такой холодильник? Здесь стоят вина разные, подсоединены, выбираешь на компьютере, и он тебе дозированно выдает вино. Вот такая вот система интересная. Первый раз вижу, до этого не встречал. Вот такой у нас шикарный десерт. Семифредо из листьев коки. Сейчас посмотрим, что это будет такое внутри. Какие-то таблеточки синие. Листики, кстати, видишь? Что там? О, как красиво. Вкусно? Ну, интересно вкусно. Интересно? Да. Прикольно. Что напоминает? Ванный веник. Ванный веник. Проезжаем высотный виноградник, который растет на высоте 3400 метров. Такого виноградника с кактусами мы еще не встречали. И вот сегодня Масленица. Вы только посмотрите, какие у нас блины. Оля сделала варенье из персиков. Все это буквально за 10 минут. С праздником. Блинчики с творогом здесь, да. Вот. Так что... А сегодня мы едем на 4500 метров в горы смотреть красоту. Сегодня мы отправились смотреть Цветные горы. Они находятся на высоте 4350 метров. У нас сейчас 3200. Хотим проверить заодно наш автобус, выдержит ли он высоту. Кроме того, проверим, насколько мы уже смогли адаптироваться к высоте. Вот уже неделю почти мы живем плюс-минус 3000 высота. Ночи даются тяжело, так скажем, нелегко. Головная боль, нехватка кислорода, учащенный пульс, сердцебиение. Но это еще небольшая высота. Сейчас мы будем на почти 4,5. Посмотрим, как будем себя чувствовать. Но мы там недолго будем находиться, где-то примерно час и быстрее обратно. Вот, погода сегодня классная. Надеемся, что горы нас порадуют. До границы с Боливией у нас осталось буквально 150 километров или 200. Эта дорога такая вся пейзажная, очень красивая, туристическая, очень много машин навстречу по пути едет. Она гравийная, но довольно хорошее качество, поэтому смотрим вперед. Мы уже поднялись почти под самое блато. Kilómetro más, llega al mirador. Окей, Gracias. Ну что, друзья, мы добрались до этих Цветных гор, поднялись на высоту 4350 метров. Нам очень повезло, так как ветра не было, и я смог запустить дрон, полетал, целых 2 аккумулятора на нем, летал на 3 километра отсюда, даже почти на 3,5 горам. Все заснял, все вы увидите, все сейчас вам покажем. Это, конечно, потрясающий вид. Мы не ожидали, что так будет. Видели много фотографий, но вживую это, конечно, просто поразительно так выглядит.
Кстати, наше самочувствие нормальное, мы чувствуем себя классно, поэтому неделя адаптации на 3000 прошла успешно, и поэтому сейчас на 4,5 мы себя чувствуем тоже прекрасно. Ты как себя чувствуешь? Ну, я переживала, когда сюда ехали, я думала, ну, как-то слабость такая чувствуешь. Ну, наверное, это все-таки психосоматика, ты сам себя убеждаешь, что вот, ну, сейчас должно плохо быть, сейчас должно плохо. Ну, приехали нормально, здесь час побыли, вообще отлично. Ну да. И, кстати, машина тоже все пугали на форумах, что Mercedes может не выдержать такой высоты, может перейти в режим, экстренный режим, заглохнуть или еще что-то. И чтобы этого не было, нужно вырезать катализатор и перепрограммировать его. Но все нормально, спокойно, 4,5. Надеемся, что и дальше будет все хорошо, потому что в Боливии, может быть, мы поднимемся еще выше. Но 4,5 это уже классная высота, и он себя отлично зарекомендовал. Супер. Вот. Сейчас у нас закат. Немножко так стало пасмурно, но мы спустимся обратно на 3000 метров, и там заночуем. Возле нас гуляет стадо гуанако. Так прикольно. Вот, здорово. Когда запускал дрон, он начал мне писать сообщение, что роторы не крутятся, верните меня домой. Но упорно летел дальше и, в принципе, вернулся без проблем. Вынес такие перепады высоты. Для него, видать, тоже что-то новое. Вот. Но мы очень счастливы. Прямо классный вид, потрясный. Сейчас вам все покажем. Ставьте лайки. Мы заехали. Вот дорога, по которой мы поднимались. Сейчас поедем вниз. Уже солнце, закат. Поедем ужинать. А как мы переедем в Боливию и будем плавать по Солончаку в июне, вы увидите в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.